Все мы с вами знаем эту легендарную лапшу с огнедышащей курочкой на этикетке. И знаем ее как очень и очень острый доширак. Кто-то из вас пробовал, кто-то просто смотрел мой обзор, ну а кто-то и вовсе жить не может без нее. В общем, сегодня я вам покажу целых 3 рецепта из черной лапши булдак, которые помогут вам сделать ее еще более вкусной. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, не все знают, но название пультак — это название известного корейского блюда, которое дословно переводится как огненная курица. Оригинальное блюдо готовится из курицы с добавлением смеси 3 или даже 5 видов острых перцев с добавлением экстракта капсаицина. Это такое вещество, которое отвечает за жгучесть в перце. И именно поэтому данная лапша такая острая. Однако все мы ее любим за весьма неповторимый вкус, поэтому давайте приступать к готовке. Начнем с самого простого рецепта. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и идти в магазин. Также этот список есть и в описании под роликом, а также полезные ссылочки на другие мои социальные сети. Итак, первым делом подготовим ингредиенты. Берем крабовые палочки и нарезаем их на небольшие кусочки. Следующим шагом мелко нарежем зеленый лук. Можете, кстати, взять лук-порей. Банку с тунцом аккуратно вскрываем, сливаем всю лишнюю жидкость и перекладываем в глубокую миску. Добавляем крабовые палочки, зеленый лук, добавляем майонез и теперь все хорошо перемешиваем до однородной массы. Следующим шагом сварим лапшу. Включаем плиту. В кастрюлю вливаем 500 мл воды. И как только она закипит, кладем лапшу. Варим так 4 минуты. Регулярно перемешивайте, приподнимая лапшу в воздух. Спустя 4 минуты выключаем плиту, сливаем воду, но не всю. Нужно оставить примерно 3-4 столовые ложки. Теперь возвращаем кастрюлю на плиту, добавляем соус из пакетика, включаем плиту и, постоянно мешая, готовим еще минуту. Соус равномерно распределится по лапше. Теперь аккуратно перекладываем лапшу на тарелку. Сверху выкладываем тунец с майонезом, луком и крабовыми палочками. Посыпаем сверху содержимым второго пакетика и все, готово. Приятного вам аппетита! Друзья, это самый простой рецепт, но при этом один из самых вкусных. Можете, кстати, добавить сладкую кукурузу, мелко нарезанный болгарский перец и репчатый лук. А вот крабовые палочки здесь не обязательны. В общем, обязательно попробуйте, я уверен, вам понравится. Ну а мы с вами переходим ко второму рецепту. Данный рецепт чуточку сложнее, однако ингредиентов, как вы видите, на экране не особо много. Готовить сейчас будем необычный панкейк из рамена. Итак, берем пачку с раменом. И прямо в упаковке измельчаем лапшу внутри. Я взял небольшую кружку и с помощью дна раздавил все. Можно взять скалку и постучать по упаковке. Можно вообще вытащить лапшу, переложить в другой пакет и также по нему хорошенько чем-то постучать. Теперь вскрываем упаковку и высыпаем все в глубокую миску. Пакетики с соусом и сухой добавкой пока убираем. Теперь слегка взбиваем 2 яйца. И вливаем их к лапше. Аккуратно, хорошо все перемешиваем. Теперь нужно взять 1 или 2 сосиски и нарезать поперек на небольшие кусочки. Теперь перекладываем их в глубокую миску или тарелку и ставим в микроволновую печь на полминуты. Обратите внимание, до какого состояния мы их довели. Сыр моцарелла
просто натираем на крупной терке. Теперь включаем плиту, разогреваем сковороду, добавляем 1-2 ложки растительного масла. И теперь аккуратно выкладываем нашу лапшично-яичную смесь. Аккуратно с помощью лопатки равномерно распределяем по всей сковороде. Делаем такой вот блин. Жарим примерно 1 или 2 минуты. Как почувствуете, что снизу образовывается корочка, аккуратно переверните блин на другую сторону. Теперь сразу убавьте огонь и на поверхность нанесите соус из пакетика. С помощью ложки равномерно постарайтесь распределить соус по поверхности. Теперь на одну из половин блина кладем нарезанные сосиски. Сверху кладем сладкую кукурузу. И обильно посыпаем эту половину тертым сыром. Теперь аккуратно заворачиваем вторую половину. Мы как бы накрываем ей другую часть. Убавляем огонь и накрываем сковороду крышкой. Держим так примерно 3 минуты, пока не расплавится сыр внутри. Теперь аккуратно перекладываем наш панкейк на тарелку. Если у вас есть соус пультак, то можете полить им чуть-чуть. Сверху тонкой струйкой поливаем майонезом. И посыпаем содержимым второго пакетика. И все, готово. Приятного аппетита! Друзья, это мое любимое блюдо из 3 представленных рецептов. И сразу хочу вас предупредить, что из-за большого количества сыра данный вариант не особо острый. И именно поэтому я дополнительно полил этот панкейк оригинальным соусом пультак. Но делать это, конечно же, не обязательно. Можете, кстати, и вовсе не покрывать внутреннюю сторону соусом из пакетика. Можете потом аккуратно тоненькой струйкой, как майонезом, полить сверху. И будет умеренно остро. В общем, обязательно попробуйте, я уверен, вам понравится. Ну а мы с вами переходим к последнему вкусному рецепту. Это самый сложный рецепт, но и, наверное, самый вкусный. Ингредиентов чуть больше, чем в предыдущих, но результат будет отличным. Готовим в этот раз сливочную пультак карбонару. Итак, начинаем с нарезки овощей. Первым делом мелко шинкуем зеленый лук. Следующим нарезаем репчатый лук. Его надо разрезать пополам, а потом поперек на небольшие кусочки. Чеснок нарезаем на небольшие пластины. Шампиньоны тоже нарезаем пластинами. Если хотите сильнее ощущать их в готовом блюде, то можете нарезать на четвертинки. Далее бекон. Его просто нарезаем поперек. Некоторые используют вместо бекона копченую колбасу, но с ней, к сожалению, потом нет приятного дымка во вкусе. Поэтому рекомендую использовать именно бекон. Теперь быстро отварим лапшу. Все как обычно. Вливаем 500 мл воды. Как закипит, кладем лапшу. Регулярно мешая, варим 3 минуты. Да, друзья, в этот раз не 4 и не 5, а именно 3 минуты. Теперь сливаем воду и промываем лапшу под холодной водой, чтобы она не разбухла. Ну а теперь переходим к соусу. Итак, разогреваем сковороду. Добавляем 1-2 столовых ложки растительного масла. И первым выкладываем жариться репчатый лук. Его обжариваем минуту и добавляем чеснок. Жарим еще 30 секунд и добавляем бекон. Спустя минуту выкладываем шампиньоны. Регулярно помешивайте. Жарим так 2-3 минуты.
А теперь вливаем 250 мл молока. Как молоко закипит, кладем 2 пластины плавленного сыра. И как только расплавится сыр, добавляем острый соус из пакетика. Все перемешиваем. Теперь кладем в сковороду отваренную не до конца лапшу. Хорошо перемешиваем. Варим так 2 минуты. В конце добавьте немного зеленого лука. Еще раз все хорошо перемешайте. И все, готово. Переложите в глубокую тарелку. Посыпьте сверху содержимым второго пакетика. И приятного вам аппетита! Друзья, это очень вкусно, обязательно попробуйте. На вкус реально карбонара, но только немного островатая. В общем, рекомендую. В Корее очень часто этот рамен готовят именно так. Кто-то попроще, кто-то посложнее, как я, но результат всегда отличный. Сливочный вкус прекрасно сочетается со вкусом этой лапши. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось и вы поддержите его лайком, а также подпишитесь на канал. Также в комментариях я жду от вас вопросы, отзывы, впечатления. Напишите, вы раньше готовили так пультак? И вообще пробовали эту лапшу? Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.